Всем привет! Это канал Чужаки, и сегодня я хотела с вами обсудить и поговорить об одной очень важной теме. Зачем нам нужно смотреть польские сериалы и фильмы? Не обращайте внимания, параллельно с рассказом я буду заниматься цветами, потому что я слишком долго это откладывала уже, и мне пора это сделать. В общем, не обращайте внимания. В общем, сегодня я хотела с вами поговорить сначала конкретно про польское телевидение. Я стала в Польше смотреть телек, что странно. Но здесь я поняла одну вещь. В России телевидение привело страну к ужасу. Это ужасная пропаганда, которая льется по основным каналам, завладела мозгами людей, и это привело, сами знаете, к чему. Но телевидением можно воспользоваться во благо, что я и стараюсь сделать в Польше. Потому что происходит? Что делает телевидение с нашим мозгом? Чаще всего мы телек смотрим фоном, пока мы что-то делаем, пока мы готовим. Это такой эффект, мы привыкли его включать, что он как бы заполняет тишину. Он просто идет фоном, что-то там реклама идет и так далее. Но на подкорке откладывается все, что мы слышим. Фразы запоминаются. И это полезно, когда вы переезжаете в другую страну, и так вы легче запоминаете какие-то фразы, выражения, какие-то, не знаю, условно, как болезни называются, потому что по телеку очень много лекарств, и ты как бы знаешь хотя бы фразы, как прийти к врачу и сказать, что у тебя насморк. Поэтому мы ломаем систему, используем телевидение не для того, чтобы обдурмать себя пропагандой какой-нибудь или тревожиться из-за новостей, а для того, чтобы учить язык и погружаться в среду. Сейчас я подробнее объясню. А пока мне очень нужно пересадить вот этот вот фикус. Видите, какие корни он уже пустил. Так вот, по утрам на польских каналах мы смотрим такие сериалы, как «Коллежанки» и какой-то сериал про милиционеров, по-моему, называется «Глинажи». То есть он идет фоном, мы едим завтрак. Такие сериалы, хоть и не простые, не затейливые, не прям супер как-то сняты, но они позволяют очень погружаться, я не знаю, в среду и понимать, чем живут местные, скажем так, какие у них проблемы бывают. В целом все как бы то же самое, как у всех, но ты хотя бы понимаешь, какие фразы в каких-то ситуациях они употребляют. Но некоторые вещи не очень правдоподобны, потому что, например, когда мы смотрим сериал «Глинажи», вот я живу здесь, в Кракове, и у меня есть ощущение, что здесь нет никакой криминальности вообще. Ну, то есть все очень безопасно. И поэтому есть ощущение, что Польша вообще безумно спокойна. А когда ты смотришь этот сериал, то все время происходят какие-то криминальные разборки или что-то подобное, и ты не понимаешь, откуда они берутся. Потому что там была как-то серия, как они вломились в квартиру, а у парня была здесь прям бомба такая примотанная скотчем, как из мультиков. Но это, как я и говорила уже, позволяет запоминать фразы, запоминать язык, как говорят местные конкретно, какие фразы они используют, как они ругаются, как они говорят какие-то слова нежные друг к другу и так далее. Я, похоже, человек не многозадачный, мне достаточно сложно делать два дела параллельно. Но еще на самом деле как бы кажется, что реклама зло, но и на телеке она неплохая, примерно во всех странах. Рекламы достаточно похожи. Реклама про зубную пасту, там реклама про какие-то лекарства, они будут сняты примерно одним и тем же образом. Реально, даже реклама техники будет просто то же самое, просто люди другие, язык другой. И получается, от этого тебе легче, так как ты понимаешь сюжет, так как ты понимаешь принцип, тебе достаточно легко запомнить фразы, которые они говорят. Тебе легко понять, что происходит, поэтому ты понимаешь вот эти конструкции словесные, которые происходят. Ну, то есть там человек изображает, что он кашляет, звонит врачу, тот говорит, принимай сироп. Ну, и как бы ты спокойно запоминаешь этот диалог, как в учебниках. И на самом деле, помимо оригинальных сериалов, которые местные сняты, по тому же шаблону сняты и вещи, которые знакомы нам, программы. То есть практически в любой стране будет программа «Голос», будет сериал «Моя прекрасная няня». Для меня это было шоком, что я узнала, что «Моя прекрасная няня» — это американский сериал, который адаптирован почти во всех странах. Но ты будешь смотреть этот сериал и слышать местные фразы, местные проблемы, о которых они говорят. Ты будешь лучше запоминать, хотя ты понимаешь основу, то есть легче. Поэтому телевидение, которое идет фоном, не новости. Это очень легко и хорошо для запоминания языка. Так вот, я вообще цветок пересаживаю, забываю все время об этом. Кстати, например, даже детские программы. У нас была такая программа «Галилео» про всякие, не знаю,
ломание научных стереотипов, какие-то что делается, как производится жвачка и так далее. Ну, такая познавательная программа для людей. Оказалось, что это немецкая программа, и она также адаптирована во многих странах. Поэтому, на самом деле, это прикольно в том плане, что у нас у всех есть вот какой-то общий бэкграунд по сериалам, по тому, как строится реклама. И это позволяет, может быть, друг друга лучше понять. Ну, я так надеюсь. Но телек все-таки это не самое лучшее и интересное, что можно посмотреть. Поэтому я вернусь все-таки к Netflix. Что же все-таки смотреть, какие сериалы и фильмы, чтобы лучше узнать, не знаю, польскую культуру и также лучше изучать язык, ну или просто что-то смотреть интересное, но при этом, чтобы было полезно, что запоминается польский язык. Сейчас я наконец-то посажу и начну советовать. Я, кстати, в этом абсолютно новичок, поэтому, если что, не осуждайте то, как я это делаю. Ну, вот, дело сделано. Что-то он не очень держится, но, надеюсь, вышли. Ну вот, перейдем к Netflix и объясню, почему так важно об этом поговорить. Это действительно, я думаю, может помочь многим из вас. Но для начала, пожалуйста, проверьте, подписаны ли вы на канал, пожалуйста, подпишитесь, потому что это очень важно, чтобы YouTube нас дальше показывал людям, ведь если мало людей подписано, то он не показывает большому количеству сильных людей, поэтому это очень важно. Пожалуйста, нажмите кнопочку прямо сейчас. На Netflix мы начинали смотреть всякие польские сериалы и фильмы, еще, мне кажется, до переезда, ну и потом во время адаптации первого года жизни, потому что на самом деле оно также помогает учить язык, потому что на Netflix есть субтитры на множество языков, и очень хорошо помогает понять контекст. И тебе становится легче понимать и адаптироваться к вот этому новому миру, новой стране, в которой ты живешь. Миграция все-таки не легкий процесс. Во-первых, там много хороших фильмов. Там есть фильмы, которые хороших польских режиссеров, и есть фильмы достаточно современные, например, «Божье чало». Очень интересный фильм про парня, который вышел из тюрьмы и прикинулся в одной из деревень или городов священников. Это очень интересный сюжет. Также мы смотрели сериал, который назывался... Саш, как сериал назывался? «Трясина», по-моему, он назывался. Также ты немножко изучаешь контекст вот этого времени в Польше, там, 80-х, 90-х, как там. Тоже достаточно интересно и как бы с субтитрами позволяет тебе лучше учить язык. И если вы больше любите фильмы, чем сериалы, в этом году вышел фильм, я не смотрела, Саша смотрел, Broad Peak, про альпинистов, то есть про какую-то известную здесь историю. На самом деле мы не прям буквально вот на днях посмотрели, мне кажется, это очень классно. Здесь же в Польше есть компания, которая создала прекрасную игру «Ведьмак», по книгам «Ведьмак», собственно. Как говорит Саша, это лучшая игра на Земле, но также эта компания, студия, сделала игру «Киберпанк». И по ним, они вместе с японской студией, они сделали мультик про этот мир. Мультик есть на Netflix, также он на польском озвучен, там при этом фоном играет польская музыка, польские современные треки. Не сильно сложный, но интересный мультик. Особенно хорошо запомнится о том, как поляки ругаются. И такого на Netflix достаточно много, того, что поможет понять разные аспекты жизни поляков, услышать какие-то конкретные фразы, как говорят люди в быту. То есть, если, допустим, у вас мало общения в среде, то этим вы хотя бы можете запомнить какие-то вещи, которые говорятся. Также, по-моему, в прошлом году вышел сериал на Netflix Sexify про сексуальное образование, про девушку, которая хочет сделать приложение. Ну и там у нее есть подруга, которая очень из религиозной семьи, она такая очень прагматичная. То есть на самом деле вот таких вещей, которые позволяют тебе, не напрягаясь, не прям зазубривая, погрузиться в среду, учить язык и не чувствовать себя чужаком, таких вещей много. То есть включайте фоном Netflix какие-то польские фильмы, сериалы. Недавно вышел сериал «Мельководье» про большое потопление во Вроцлаве. Это важное событие для Польши из таких недавних событий. Тоже можете посмотреть. Или просто реально утром телек включили, даже рекламу фоном, и то позволяет много запомнить, много узнать. Вот такой легкий способ сегодня про то, как учить язык, погрузиться в среду. Раньше мы на этом канале, я разбирала книжки, читала школьную литературу польскую, говорили о книгах, о писателях. И мне бы хотелось вернуть это, но я не уверена, что вам это нужно. Поэтому, если вы хотите, чтобы мы тут также обсудили польские современные или несовременные книги, напишите об этом в комментариях. Если будет там больше 25 таких комментариев, то я сделаю обязательно такой выпуск. А пока проверьте, что вы подписаны. Спасибо, что смотрели вместе со мной, как я пересаживаю цветок.
И напишите в комментариях, какие из этих сериалов, фильмов вы смотрели, или, может быть, что-то еще посоветуйте друг другу. Все, всем спасибо и берегите себя.